Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой канал, посвященный лепке из полимерной глины. И сегодня я предлагаю с вами немножечко полепить и создать вот такие стильные сережки из полимерной глины без использования каких-то специальных инструментов. Определяемся с тем оттенком глины, который будем использовать в работе. У меня это черный классический, номер у него 191. Хорошенечко подготавливаем, разминаем глину, делая ее мягкой. Мои серьги будут прямоугольной формы, и поэтому я раскатываю пластику вот в такую длинную полосу. Делаем поверхность глины текстурной. Для этого можно воспользоваться абсолютно любыми штампами, которые у вас есть, текстурными листами, какими-то рельефными пуговицами. Я же просто прокатываю ручку от инструмента, который имеет вот такую рельефную поверхность. На листе бумаги вырезаем шаблон с формой будущих сережек. Переносим шаблон на пластику и по его контурам получаем необходимую форму заготовки. Сглаживаем каждый край заготовки, делая его обтекаемым. Друзья, я прошу вас проверить подписку и колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых мастер-классах на моем канале. На этом этапе отправляем заготовки на первичный обжиг в духовой шкаф, придерживаясь той температуры, которая указана на вашей упаковке полимерной глины. Ждем полного остывания пластики и после этого приступаем к дальнейшему ее декору. Для задней стенки раскатываем глину еще тоньше, чем основная передняя часть, и точно так же по шаблону вырезаем два прямоугольника. Я подобрала металлическую цепочку черного цвета, чтобы она была у меня под цвет сережек. Можно воспользоваться любой другой цепью, золотого или серебряного оттенка. Нарезаем ее на одинаковые по длине куски. Количество цепей зависит от ширины ваших сережек. У меня вмещается 5 отрезков на одну сережку. Длину цепей также выбирайте по своему вкусу. Теперь, друзья, используя какой-то суперклей, допустим, момент или секунда, приклеиваем каждую цепочку за одно звено к задней стенке будущих сережек. Не переживайте, во время обжига с клеем ничего не случится. Он также прочно будет держать приклеенные элементы на одном месте. Ждем, чтобы клей подсох, и теперь нам нужно воспользоваться термоклеем, чтобы соединить сырую пластику с уже запеченной деталью. Вношу небольшое количество термоклея между двумя слоями. В сырую глину вставляю швензы и приклеиваю ее к запеченной детали. Аккуратненько прижимаем детали вместе, чтобы выпустить лишний воздух, чтобы хорошо их скрепить друг с другом, а лишнюю глину по краю срезаем лезвием. Также, чтобы не было видно перехода между сырой и запеченной пластикой, глину можно сгладить пальцем и убрать это место стыка. На обратную сторону сережек наносим рельеф, используя просто стек с шариковой головкой. Так мы уберем все отпечатки пальцев и замаскируем неровности между слоями глины. Все, уже на этом этапе серьги можно отправлять на обжиг, если вы хотите получить однотонные сережки. Я же решила добавить немножко золотого оттенка, и поэтому переношу серьги вот на такую подставку, чтобы они имели горизонтальное положение. Это кусочек сырой пластики, я его прокладываю бумажкой, чтобы глина во время обжига не приклеилась к основе, на которой она будет находиться. Также ровненько распределяю цепочку, чтобы она не спуталась во время обжига и не испортить будущее покрытие. Я для этого буду использовать низкотемпературную эмаль золотого оттенка. Ну, ничего страшного, если у вас нет эмали. Глину можно покрыть любой золотой акриловой краской или нанести золотую пудру до первичного обжига на сырую глину. Эффект получится в принципе тот же самый. Единственное, вам придется тогда использовать лак для полимерной глины, чтобы зафиксировать пудру на поверхности. При использовании низкотемпературной эмали лак не нужен. Она не стирается и покрывает поверхность глины ровным слоем. Также немножко низкотемпературной эмали распыляю и на саму цепочку у основания сережек. И все, вот в таком варианте я их отправляю обжигаться, опять же при той температуре, при которой я их обжигала первый раз, так как обжиг низкотемпературной эмали совпадает с обжигом полимерной глины. Если вы собираетесь работать именно с низкотемпературной эмалью, то нужно дождаться полного ее остывания в духовой печи, так как пока она горячая, она имеет липкий слой, и при тактильном соприкосновении на поверхности вашего изделия могут остаться отпечатки пальцев. Мои серьги уже остыли, и как видите, вот такое изделие у меня получилось. Я очень надеюсь, что это видео будет вам полезным и пригодится при создании своих интересных украшений. Друзья, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых мастер-классах. Большое спасибо вам за активность под этим видео и до новых встреч на моем канале.